Когда вы смотрите в небо, что вы видите? Возможно, белый след. Возможно, маленькую точку в виде удаляющегося пассажирского самолета. Но задумывались ли вы, почему этот самолет не поднимается выше? Почему он остается на высоте около 10 тысяч метров? Ведь мы знаем, что военные самолеты, истребители, могут подниматься гораздо выше. 18 тысяч метров, 20 тысяч метров, а некоторые даже до 25 тысяч метров. Как это возможно? Одно и то же небо, один и тот же воздух, но два разных потолка. В этом видео я отвечу на ваш вопрос и обещаю, что после просмотра вы больше не будете смотреть на небо прежними глазами. Сначала давайте проясним следующее. Пассажирский самолет, например, Boeing 737 или Airbus A320, обычно летает на высоте от 9 до 12 тысяч метров. Это называется круизной высотой. В футах эта цифра соответствует 30-40 тысячам футов. Пилоты обычно используют эту единицу измерения. Теперь давайте посмотрим на военный самолет. F-15 Eagle может подняться на высоту до 18 тысяч метров. F-22 Raptor превышает 20 тысяч метров, а старый, но легендарный SR-71 Blackbird мог подняться на высоту до 26 тысяч метров, то есть почти до границы космоса. Значит, разница действительно есть, и эта разница не случайна. Оба самолета были разработаны для совершенно разных целей, с разными системами и разной логикой. Но почему военный самолет может подниматься, а пассажирский нет? Вот в чем заключается главный вопрос. Знаете ли вы, что происходит, когда мы поднимаемся на высоту? Воздух становится более разреженным, то есть количество молекул воздуха в атмосфере уменьшается, давление падает, содержание кислорода снижается. На уровне моря в 1 кубическом метре воздуха содержится триллионы триллионов молекул воздуха. Но на высоте 10 тысяч метров это количество уменьшается почти вдвое. На высоте 20 тысяч метров оно уменьшается еще больше. Итак, как летает самолет? Благодаря воздушному потоку, проходящему над его крыльями. Крыло имеет такую форму, что воздух, проходящий над ним, движется быстрее, давление падает, и крыло подталкивается вверх. Это называется подъемной силой. Но что произойдет, если воздух станет разреженным? Подъемная сила также уменьшится. То есть даже если самолет будет лететь с той же скоростью, его подъемная сила ослабнет, ему потребуется большая скорость, ему потребуется большая мощность, и в определенный момент он не сможет подняться. Этот момент называется сервисным потолком. У каждого самолета есть сервисный потолок. Это максимальная высота, которую самолет может безопасно и эффективно достичь. Сервисный потолок Boeing 777 составляет примерно 13 тысяч метров. А у F-16 она превышает 15 тысяч метров. Так по каким критериям определяется сервисная база? Это очень важно. Пассажирские самолеты обычно работают на турбовентиляторных двигателях. Эти двигатели очень эффективны, довольно тихие и экономичны. Их цель – перевозить сотни людей на тысячи километров и при этом экономить топливо. Турбовентиляторные двигатели всасывают большое количество воздуха, часть которого сжигают, а большую часть обходят, создавая тягу. Эта система отлично работает на низких высотах, потому что там много воздуха. Но на больших высотах с уменьшением количества воздуха двигатель испытывает нагрузку. Меньше кислорода, меньше сгорания, меньше мощности. Теперь давайте посмотрим на военный самолет. Двигатель F-15 Eagle может быть турбовентиляторным, но он гораздо мощнее и агрессивнее. Кроме того, некоторые военные самолеты оснащены системой, которую мы называем форсаж. Эта система впрыскивает топливо в выхлопные газы за двигателем, создавая второе сгорание. Результат – огромное увеличение тяги. Когда форсаж включается, самолет буквально взлетает, как ракета. Конечно, это требует большого расхода топлива, но для военных самолетов это не проблема, ведь они созданы для скорости и высоты, а не для комфорта и экономии. Так все это только из-за разницы в двигателях? Конечно, двигатель сам по себе недостаточно. Самолет – это целая система. Представьте себе пассажирский самолет, широкий фюзеляж, длинные крылья, сотни кресел, багажные отсеки, кухня, туалет, тяжелые топливные баки. Весь этот вес затрудняет подъем самолета на высоту, потому что с увеличением веса должна увеличиваться и подъемная сила. Но на высоте воздух разрежен, поэтому это гораздо сложнее. Кроме того, пассажирские самолеты имеют герметичную кабину. Чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, давление в кабине искусственно поддерживается на уровне, близком к давлению на уровне моря. Но поскольку снаружи воздух очень разреженный, на фюзеляж действует очень большая разница давлений. Это означает, что корпус должен быть очень прочным, очень толстым и очень тяжелым. Все это означает вес.
Теперь давайте посмотрим на F-16. Тонкий корпус, небольшие крылья, одно- или двухместная кабина, минимальное оборудование, легкие материалы. Его цель – не перевозка пассажиров. Его цель – быстрое маневрирование, быстрый набор высоты, преследование врага, поражение цели. Все спроектировано с учетом легкости, маневренности и мощности. В некоторых военных самолетах даже пилот носит специальный скафандр, потому что самолет поднимается на такую высоту, что нормального давления в кабине недостаточно. Итак, вопрос в следующем. Если самолет должен перевозить 500 пассажиров, то он будет тяжелым, большим и потребует гораздо больше мощности для подъема на высоту. Но если его единственная цель – война, то от всего остального можно отказаться, оставив только производительность. Теперь зададим другой вопрос. Допустим, пассажирский самолет имеет двигатели, способные подниматься на большую высоту. Должен ли он подниматься? Нет, потому что есть безопасность. На большой высоте воздух очень разреженный. Если в салоне произойдет потеря давления, например, разбится окно или выйдет из строя дверь, люди внутри могут мгновенно потерять сознание, окислительные маски опустятся, но все равно это очень рискованная ситуация. Кроме того, на большой высоте температура воздуха опускается до минус 50, минус 60 градусов, морозный холод. Еще есть турбулентность, струйные течения, воздушные фронты. На большой высоте дуют гораздо более сильные ветры. Это затрудняет управление самолетом. Военные пилоты проходят специальную подготовку. Они носят специальную одежду. Они выдерживают перегрузки. Они физически готовы. Но вы, сидя в пассажирском самолете, попивая чай, читая книгу, спя, не хотите сталкиваться с этими рисками. То есть высота – это не только вопрос возможности. Это также вопрос, следует ли это делать. И в пассажирских перевозках ответ однозначно нет. 10-12 тысяч метров достаточно. Безопасно, эффективно, комфортно. Нет необходимости подниматься выше. Есть еще и экономическая сторона. Подъем на большую высоту требует большого расхода топлива. Особенно во время взлета и набора высоты двигатели работают на полной мощности. Это означает, что в час сжигаются тонны топлива. Военный самолет может потреблять десятки тысяч долларов топлива за час полета. Но для армии это приемлемая стоимость, потому что задача важна. Но для авиакомпании ситуация другая. Если самолет выполняет 5-6 рейсов в день и каждый раз потребляет немного больше топлива, то в конце года это составляет миллионы лир. Из-за этой разницы в расходе топлива в свое время отказались даже от Ту-154. Мы рассказывали об этом на нашем канале, рекомендую посмотреть. Кроме того, полеты на большой высоте увеличивают расходы на техническое обслуживание. Двигатель подвергается большей нагрузке. Материалы изнашиваются быстрее. Ремонты требуются чаще. То есть авиакомпании думают так. Если мы можем совершать безопасные, комфортные и экономичные полеты на высоте 10 тысяч метров, зачем подниматься выше? Потому что подъем на большую высоту не дает ни скорости, ни сокращения времени, ни снижения затрат. Наоборот, для военных самолетов затраты на втором плане. Приоритет – производительность. Давайте подведем итоги. Почему гражданские самолеты не поднимаются так высоко, как военные? Потому что они имеют тяжелую конструкцию и перевозят сотни пассажиров. Их двигатели оптимизированы для эффективности, а не для максимальной производительности. Безопасность, комфорт и экономия являются приоритетами. Высокая высота не дает ни скорости, ни сокращения времени полета. 10-12 тысяч метров вполне достаточно и идеально. Почему военные самолеты могут подниматься так высоко? Потому что они легкие, небольшие, имеют аэродинамическую конструкцию. У них очень мощные двигатели и системы форсажа. Производительность превыше всего. Высокая высота необходима для обеспечения тактического преимущества. Стоимость находится на втором плане, то есть проблема не в том, что не может. Проблема в том, что не нужно. Каждый самолет служит своей цели. Пассажирский самолет безопасно, комфортно и экономично доставляет вас из одного места в другое. Военный самолет же предназначен для скорости, мощности и превосходства. Оба они совершенны в своей области. Теперь, когда вы в следующий раз будете сидеть у окна, посмотрев на небо, вы, возможно, увидите этот белый след. И, возможно, вы подумаете, почему этот самолет летит здесь? Может ли он подняться выше? Теперь вы знаете ответ. Может, но не поднимется, потому что он находится там, где и должен быть. Как вы думаете, в будущем, когда технологии будут развиваться, пассажирские самолеты начнут подниматься так же высоко, как военные самолеты? Или экономические и беспечностные причины всегда будут этому препятствовать? Поделитесь своими мыслями в комментариях, ведь будущее авиации, возможно, начнется именно с того места, которое вы себе представляете. До встречи в следующем видео.